Всем привет! Меня зовут Янина, и это канал Дикое Полевание. Сегодня мы поговорим о настоящем белорусском концлагере. И речь пойдет не о Тростенце или Озаричах, где гитлеровцы убивали людей много лет назад, а об Горецкой исправительной колонии строгого режима номер 9, в которой издевательства над узниками не прекращаются ни на минуту. ИК-9 давно имеет репутацию инструмента давления режима Лукашенко на политических заключенных. Методы, которые используют там, просты как мир, и от этого еще более страшны. Администрация без конца закидывает политических в изоляторы, запрещает передачи, ограничивает корреспонденцию и на глазах узников разрывает пришедшие им письма. Чего уж говорить о звонках на волю, свиданиях или банальном медицинском обслуживании. Политические ВК-9 могут об этом забыть. Помимо этого, в издевательстве над честными белорусами вертухаям помогают некоторые зэки, осужденные на огромные сроки и мечтающие как можно комфортнее обустроить свой быт, прямо как это было во времена ГУЛАГа. Они провоцируют узников совести на выполнение так называемой петушиной работы. Это автоматически переводит их в эту неуважаемую касту и значительно портит и без того невеселую жизнь. Но наши ребята держатся. В частности, анархист Николай Дедок, на моральное уничтожение которого вся система МВД, КГБ и пресловутой колонии бросили свои силы. Сейчас я покажу вам их лица. Но перед этим я хочу попросить вас поставить перед этим видео лайк и написать комментарий. Так вы поможете распространить это видео. Также вы можете помочь финансово в моей команде. Все ссылки будут в описании. А теперь к начальству колонии. Горецкой пыточной руководит полковник внутренней службы Петракович Сергей Николаевич. Весь ужас, происходящий там, на его совести и с его позволения. По его приказу еще до страшных событий 2020 года политического заключенного Михаила Жемчужного отправляли в штрафной изолятор более 10 раз. Чтобы вы понимали, штрафной изолятор – одно из самых страшных наказаний в неволе. Это намного хуже одиночной камеры. Это полная изоляция, это невозможность получить свидание или передачку, это воняющий туалет, из-за запаха которого невозможно есть и которым невозможно пользоваться, потому что прямо на него направлена камера наблюдения. Это полное отсутствие медицинской помощи и базовых средств гигиены. Это отсутствие дневного света, свежего воздуха и банальной вентиляции. Это холод. ШИЗО – это полутусклая лампочка, чьего света не хватает для нормального освещения, но от которого невозможно уснуть. ШИЗО – это тюрьма в тюрьме. ШИЗО – это пытка. Но, конечно, Петракович не единственный, кто стоит за этим. У него хватает помощников. Например, его родной брат Андрей Николаевич Петракович, директор производственного предприятия при колонии. Там практикуют рабский труд измученных заключенных. Все как в настоящем концлагере. Швейное производство, деревообработка и металлообработка. За труд платить не надо, налогами продукция не облагается. Клондайк тоталитарного государства. Естественно, работать в такой системе нормальный человек не может. Нормального человека туда взять и не могут, чтобы, не дай бог, он не проявил неуместного гуманизма. Для отслеживания таких дел тоже есть специально обученный человек. Позднякова Ирина Николаевна, 1986 года рождения. Позднякова занимает должность начальника отделения по идеологической работе и кадровому обеспечению. Можно сказать, рекрутер. Есть там и бухгалтерия, и там тоже колоритные кадры. Лейтенант внутренней службы Маршалов Владимир Владимирович, 1972 года рождения. Тройной подбородок сразу выдает в нем счетовода государственного предприятия. С одной лишь разницей, что этот счетовод напрямую карательного государственного предприятия, а подбородок он отожрал непосредственно на рабском труде несчастных людей. Кстати, как во всяком государственном предприятии, там есть и свой идеолог, который полощет и без того запудренные мозги сотрудников Горецкого концлагеря. Вот он, подполковник внутренней службы Богуславский Дмитрий Григорьевич, 1979 года рождения. А во что такие идеологические работы выливаются, всем прекрасно известно. Хотя по лицам персонажей, которых я оставила на десерт, видно, что их и без идеологии Бог обидел. Майор внутренней службы, старший инспектор Толкачев Игорь Владимирович, 1977 года рождения. Именно он пытается превратить жизнь Миколы Дедка в ад. По словам отца-анархиста, Толкачев получает удовольствие, отказывая родным Дедка в передачах с необходимыми средствами личной гигиены и лекарствами. А завершают сегодняшний выпуск две девушки, чуть старше меня. В колонии они что-то типа шестерок. Выполняют всю грязную работу, проводят обыски в камерах, отбирают письма и передачи. Старший инспектор-лейтенант внутренней службы Ляхова Вероника Викторовна, 1992 года рождения, и инспектор-лейтенант внутренней службы Тикавая Екатерина Васильевна, 1990 года рождения. Ну а теперь небольшая поучительная история. Оберштурмфюрера СС Адольфа Эйхмана называли архитектором Холокоста.
Именно он был ответственен за преследование, изгнание и депортацию евреев, и тем самым за окончательное решение еврейского вопроса, следствием чего стала гибель до 6 миллионов человек. Однако после войны ему удалось скрыться от правосудия. Он бежал в Аргентину и скрывался там 25 лет. Пока однажды прямо на улице он не был схвачен группой израильских агентов и не доставлен в Иерусалим. Там он все-таки предстал перед судом, который признал его военным преступником, виновным в злодеяниях против еврейского народа и всего человечества, за что и был повешен. Персонажи, о которых я говорила выше, тоже наделали много зла людям. Узники 9 ИК и их родственники никогда их не забудут, и я уверена, чтобы отловить их, нам понадобится гораздо меньше 25 лет. В конце концов, Петракович и не Эйхман далеко не убежит. А как вы считаете, удастся ли уйти этим преступникам от ответственности? Поделитесь мнением в комментариях. Друзья, на сегодня на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. До новых встреч и живи Беларусь!